Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что прояснится? В чем вы поставили точку, а оказалась запятая, то и многоточие? Или что вы оставили в прошлом? С чем вы уже где-то и простились, возможно? Кто-то из нас мог оставить дело, потому что оно не шло, не развивалось, и пришлось данность вот, да, какую-то принять. Но оказалось, что это не точка вовсе. Это не конец, какое-то продолжение следует. Вот давайте узнаем, какие же вопросы у вас прояснятся. И у кого-то это будет касаться отношений, а для других вопросы, может быть, связанные с согласованиями, документами или какой-то вопрос по работе. Какие энергии будут присутствовать в ближайшее время, в ближайшие дни, возможно, для прояснения той или иной ситуации. Давайте сначала узнаем о вас, кто вы, что о вас расскажут карты, и насколько то, что вы услышите, откликается вашей душе. Кто вы, что в вашей жизни прямо сейчас, как вас видят карты. Да тут праздник после победы, мои дорогие, правда? Ну давайте так вот поконкретнее. У кого-то могут быть вопросы, связанные либо с жильем, конкретно дом, да, ну может быть там тысячи каких-то составляющих, но жезлы это еще и действительно вопросы наших достижений, работы, откуда к нам приходят, кстати, деньги. Жезлы это вот именно деловая больше сфера, но тем не менее, вот почему часто мы трактуем дом – это какие-то согласования вот тоже могли быть. А может быть, это договоренности, которые касаются и личной жизни. Ну вот как будто четверка жезлов, и точно на сегодняшний момент либо вы успокоились, что, ну, какая-то тема, вы не просто ее оставили в прошлом, или точку вы поставили, может быть, и вам пришлось усилия делать над собой, но вы уже успели успокоиться, вы понимаете, что да ладно, вы уже вот как бы научились не держаться ни за что-то, ни за кого-то. Вы уже, по сути, преодолели какую-то планку, когда вот именно прощание сложно, да? Или когда, пусть это касалось даже каких-то документальных тем, может быть, и закон был на вашей стороне, а нет, а все равно вот вышло как-то не так. И, может быть, пытались вы многократно преодолеть какой-то барьер. То есть, если мы спрашиваем, что прояснится, значит, уже какая-то путаница была, правда? Или был какой-то вопрос, который, может быть, какое-то время там тянулся, что-то выяснялось, а вот теперь уже, ну, как бы вы перешагнули давно, может быть, ну, вполне вероятно, у кого-то даже годы. И вдруг вот как бы вы-то успокоились, у вас все идет своим чередом. И здесь могут заново что-то, может быть, и воскреснуть, какие-то темы. Ну, давайте пойдем дальше. Кто вы? Ну, тут действительно королева мечей, интеллектуалка, та, которая понимает, что есть ряд вопросов, которые нужно решать без эмоций. У кого-то из вас конкретно вопросы были связаны. Тут двояко. Либо эта персональная карта будет говорить, что персона, может быть, которая рождена под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. И не обязательно, кстати, что это будет женщина, раз у нас выпала королева. Мы по полу карту не рассматриваем. У кого-то это действительно вопросы, которые либо в судах, либо там юристы, адвокаты. То есть, ну вот какая-то рациональность присутствует, это точно. И вы вот понимали, что, ну да, все, вот и не так, и не сяк. Вот как будто кто-то сказал, стрижено и брито не будет. Я надеюсь, вы все понимаете мой сленг. И вы уже себя как будто, да, может быть, какой-то период вам дался очень непросто. Пришлось сдерживать свои эмоции, пришлось где-то себя полностью перестроить. Вы могли спрашивать, вот посмотрите, такие две карты с учетом Верховной Жрицы. Вы могли себя спрашивать, да как вообще, в принципе, такое могло быть? Какой-то болезненный период, и вот эта боль, она была в вас самих. Может быть, к этому присоединились еще ряд каких-то вопросов. Мои дорогие, у кого-то просто вот период невезения. И вроде бы я что-то делаю. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки мои дорогие. Хотя больше вот, да, вот эти две карты, они такие женские.
Может быть, это мужчина, это у вас какая-то личная история с женщиной. Вот той женщиной, которая очень самостоятельная. Ну, ваш авторитет там, может быть, и играет роль, но она-то будет принимать решения сама. И, может быть, это та женщина, которая вам об этом и не расскажет, которая именно понимает, что какие бы ни были отношения, но, видимо, есть какие-то задачи, которые она сама должна решить. Поэтому тут для вас мог быть какой-то сюрприз, почему человек решил именно так, да, вот я такое допускаю. Но так или иначе, тут, понимаете, все равно, если мы говорим больше о вас все-таки, да, то здесь вам пришлось что-то преодолеть. Может быть, какое-то дело у вас развивалось вот так, вот знаете, ну, вроде бы все шло к какому-то финалу, завершению, какой-то, может быть, даже и победе, и празднику, а потом это словно все, ну вот, в неожиданный момент перевернулось и вышло так, что, ну, то, что вот как, допустим, закон существовал, а он как будто остался в тени. То, на что вы рассчитывали. А может быть, буквально вот это, если я говорю о судебных разбирательствах, а появились какие-то подзаконные акты, появились какие-то третьи лица, или какая-то персона, или, ну, вот то, что вот как третья сторона, или какой-то интерес третий, когда так или иначе он начал оказывать влияние именно на ваш вопрос или на ваше дело. Тут явно вроде бы и шло все к победе, да, а в итоге получилось как-то не так. Кто-то из вас делает такой вывод, что если бы, может быть, это уже моих дорогих девочек касается, вы можете себя корить за то, что вы доверяете людям. Вот я не расскажу и вроде как себя не сглазила, а только рассказала, ну и все. Расскажи одному или одной, знает весь мир. Мне вредят люди просто потому, что они обо мне сплетничают. Это на самом деле работает, когда... Почему и рекомендуют нашу задумку какую-то не афишировать. Иначе что происходит? Знаете, пустые языки как будто трепят, вернее, вот эту тему, и ничего хорошего не привносят. И тем самым, ну, какой-то невидимый гомеостаз, а это ваша личная, может быть, задумка, мечта, это дорого вашему сердцу, вашей душе. А остальным наплевать, извините. Им вот именно как тема для разговора, может быть, от безделья, кстати. Такое могло быть. И поэтому тут действительно какие-то третьи персоны вмешались в ваш вопрос. Или, как я сказала, пусть это да были третьи силы. И получилось так, что, может быть, у вас даже был какой-то вариант, вот, кстати, был вариант решить вашу тему положительно, либо вы упустили какое-то время, может быть, был какой-то узкий временной фарватер, я такое допускаю. И вы думали, ну, закон на моей стороне, чего бы мне тут надо было прямо куда-то торопиться. Или вас кто-то отговорил, кстати, я такое могу допустить. Но в итоге была пауза, и вы упустили все равно время. Ну вот теперь все же у нас первая карта четверка жезлов. Тут, правда, та история, которая завершилась, и вроде бы... Вот теперь я вижу, как будто праздник был, но не ваш, мои дорогие. И вот теперь это именно тема, которой вы долгое время занимались. Ну-ка, по какой-то от вас скрытой даже причине, может быть, это если было связано, допустим, с какими-то учреждениями, организациями, высокими лицами, даже я допускаю, что там был тоже какой-то другой интерес. Какой интерес? Ну, мы сейчас, наверное, не тема нашего расклада, и тут, наверное, тысячи, может быть, тем. Тут надо уже конкретно рассматривать. Но, тем не менее, по аркану колесница. Тут как будто опять стоит на кону этот вопрос, туда или сюда. Продолжать или махнуть рукой. Вот вы сейчас действительно у себя спрашиваете, нужно ли мне этим заниматься, нужно ли мне это надеяться. Или опять, вот, кстати, у вас сейчас что происходит? У вас на сегодняшний день может какой-то вопрос, дело, да, вот я уже обрисовала, какая могла быть сфера либо жизни, либо круг ваших тем, которые возможны. Они сейчас каким-то образом снова обрастают какими-то персонами третьими. Вроде бы что-то, может быть,
пришло в движение, да, как дело, и вы уже на какой-то период воодушевились, снова вот то состояние, знаете, на душе, что а вот сейчас вроде как оно получится, и вы где-то это чувствуете. Но, может быть, опять обрастает вот эта тема одним человеком, вторым, третьим, какие-то тайны, какие-то недосказанные фразы, и вот вы уже подходите к итогу и думаете, а вообще мне нужно этим заниматься или нет. Кстати, за этот период каких-то либо разногласий, либо какой-то путаницы, какого-то лабиринта. Вы как будто уже действительно махнули на это рукой. Вы оставили это в прошлом. Ну, вот как, знаете, себе, может быть, сказали, ну, не по судьбе. Вот, да, мы говорим так, когда много чего предприняли, а воз и ныне там. Ну, вот говорят, обух плетью не перешибешь. Ну, на самом деле такое. И если там есть какие-то заинтересованные лица, и которые имеют больше воздействия на решение вопроса, мы очень часто проигрываем. Даже если, как нам казалось, и закон на нашей стороне, и еще какие-то моменты. Вот потом и получается, что, оказывается, закон — это одно, а есть там какие-то нюансы, подзаконные акты, какие-то всплывают детали, совершенно невероятные, или персоны. И в итоге все то, что мы думали прежде, а на самом деле обстоит не так. Поэтому вы сейчас словно на выборе. Ну, насколько это вам подходит, судите сами. Давайте мы спросим, что скрыто сейчас, чего вы не видите. Что от вас пока в тайне? Вот какая тайна вокруг вас, мои дорогие? Вот то ваше дело. Или вот что вас беспокоит, чего вы не видите. Тайна присутствует, это точно. Итак, чего вы не видите? Кто-то ведет игру двойную. Ну, вы, кстати, можете это предчувствовать. Потому что ваш помощник — это ваша интуиция. Вот нам сразу говорят, и, кстати, об интуиции и об интеллекте и соседние карты говорят. Тут будет, даже если что-то развиваться, то все равно, знаете, никому не говорить, сразу карты говорят, да, хранить молчание. И буквально, ну, может быть, там только за исключением тех персон, с которыми вы непосредственно что-то согласовываете, там, понятно, это необходимо. Но сказать, что вы делитесь с кем-то, я не могу, иначе опять все пойдет наперекосяк. Вот здесь какой-то вопрос, который связан, может быть, и с человеком, может быть, у кого-то с жильем, может быть, кто-то на работу восстанавливается, кстати. И вот сейчас вот какое-то возвращение, потому что, ну, присутствуют жезловые карты, и, в принципе-то, ведь карта колесницы — это карта успеха. Тут была какая-то неправда в отношении вас, мои дорогие, правда? Вот какая-то скрытая махинация, ну, может быть, это не очень красиво звучит, но я имею в виду, что вот чей-то замысел, он сработал в то время, когда вы надеялись, что, ну, у меня тут должно все получиться, правда, на моей стороне, а вышло-то все иначе, потому что кто-то оказался хитрее, мои дорогие. И вот чья-то хитрость вам, поэтому я к чему веду речь, что чью-то хитрость вы должны просчитать, понимаете как? Вы не должны себя поставить под удар. Вы не должны иногда вот именно наше желание с кем-то поделиться или с кем-то поговорить нам вызывает такую какую-то волну противодействия иногда от зависти, что эх, ну надо же, сейчас у него или там у нее что-то получится, а у меня нет. Ну вот везет же. Люди разные, мои дорогие. И карта вам говорит, сейчас фортуна на вашей стороне. Вот скрыто, что скрыто? Это чего вы не видите. А тем не менее, с одной стороны, есть люди, которые, да, и сейчас манипулируют. Поэтому вот я говорю, храните тайну сами. Но фортуна на вашей стороне. Что это еще, чего вы не видите? Ладно. Какой-то вопрос у вас как будто должен решиться, по которому вы переживаете. Вы знаете, по аркану звезда где-то нам говорят о том, что, а, скорее всего, тут не будет и в этот раз быстро что-то решено, могут быть задержки. Глядя на все карты, это словно, знаете, борьба каких-то сил, которые, ну, даже это
не уложишь в какую-то фразу, да, речи или в какую-то словесную формулировку, как силы зла и добра. Вот ей-богу. Что же это вы такое задумали, мои дорогие? Какой-то вопрос, который вас, правда, очень ранил. Ну, тут какая-то очень болезненная, несправедливая ситуация, потому что, смотрите, колесо фортуны, карта расстояния, причем расстояние, время или дистанция. Либо это с человеком, у кого-то вы на расстоянии, да, либо это какие-то согласования, которые вам нужно провести, а вы находитесь в одной местности, а спор или тема, она в другой как будто, да, и тут у каждого по-своему. Но ведь нам о чем говорят? Смотрите, следующая опять карта. Шестерка Пентаклей. Я часто говорю об этом, что это, знаете, как помощь высших сил. Вот вы, наверное, очень много прошли, и вы сейчас, условно, по пятерке кубков. Вот если я говорю по этой карте словами Клаудио Пинейро, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Вот вы как будто уже были в таком положении, когда вам пришлось выбросить осколки, как бы дороги не были, и вымыть пол. Ну, так иносказательно. Потому что сейчас, может быть, тоже есть энергии, которые пытаются затянуть этот вопрос. Но я вижу следующее у нас, последняя, по крайней мере, которую я достала, карта, которая как высшие силы, понимаете, вот почему я и сказала, как зло и добро. Вот негласно, понимаете, как тут ведь даже люди словно не решают. А вот есть какая-то конфигурация, когда мы говорим по судьбе. И вот сейчас, словно ангелы, может быть, это сила вашего рода, это какая-то вселенская справедливость, она вот на вашей стороне. Но как противоположные силы, словно они тоже достаточно, ну, не дремлют, потому что пытаются, вот знаешь, ну, знаете, но у них методы такие очень скользко-фальшивые. И, наверное, у них все-таки не получится каким-то образом вам сейчас навредить, потому что, знаете, это как высшая какая-то правда, она сейчас возвращается на нашу землю для того, чтобы наступила стабилизация. Следующий идет у нас король Пентаклей. Он, как известно, я часто говорю, великий консерватор. Но здесь вот именно силы борются как будто бы за то, чтобы вот или документ был получен, или что-то было прояснено по конкретному человеку, потому что вот эта точка, которую вы поставили, это только вы поставили. А там где-то в небесных скрижалях там прописано что-то иное. И это какая-то, безусловно, дистанция. Но сейчас фортуна на вашей стороне. То есть тут даже сложно... Вот как вы, может быть, сейчас продумываете и думаете, а получится, не получится, да, или вернется мне вот то, что, может быть, принадлежит вам, или вернется ли, может быть, человек. А со стороны либо этого дела, вас интересующего, либо со стороны человека. Там столько много третьих сил, которые либо путают само дело, либо такого человека. Что неожиданно будет для вас? Может быть, неожиданно к прояснению именно, что прояснится. Ну, правда, тут какая-то заминка. У кого-то подольше, а у кого-то покороче, будем говорить. Шестерка жезлов выпадает. Вот посмотрите, вверху фортуна. Вот то, о чем вы говорили, все равно тут каким-то образом должно, понимаете, привести дело к какому-то знаменателю и к победе, понимаете? Тут сама вот то, что я сказала, как высшие силы сейчас буквально за вас к победе. Поэтому что неожиданно будет для вас? Какая-то победа. А чья это победа, хочется спросить? Да это ваша победа. Да это точно. Смотрите. Может быть, вы получите либо известие, либо вы поймете, что даже вот такое я допускаю. Может быть, это вы имеете какие-то контакты с третьими лицами, да, или какие-то даже не с третьими, а с четвертыми, какое-то вот, ну, вот есть что-то, от чего вы можете понять, что сейчас дело для вас складывается именно с хорошим плюсом к победе. И силы ваши возрастают.
Но как будто нам говорят, что быстро это дело не пойдет. Вам придется ждать какого-то регламента. Дальше будьте внимательны, потому что вам как будто могут предложить какой-то компромисс. И вот здесь надо будет буквально не сглупить. Может быть, для кого-то из вас, знаете, как делаете выбор душой с одной стороны, но если сомневаетесь буквально и вам нужно подтверждение по закону, тогда нужно понимать, как в отношении вас работает закон. Потому что выбор двойка мечей, сложный очень выбор. А нам вообще-то карта говорит, делай его сердцем, потому что с закрытыми глазами буквально дротики бросает наша ведьмочка, это колода ведьмочек, а следом идет нулевой аркан. Тут вообще как бы это вот решение этого вопроса, оно должно быть завершено. Но каким-то образом это получается и у вас вы стоите на выборе. А потом вот этот нулевой аркан, он будет говорить, как только вопрос решается, у вас как новая эпоха начинается. Жизни вашей, да. Но это как самому стать режиссером, перевернуть страницу и написать что-то заново. Тут должно в любом случае, с каким бы ни было тут итогом, мы еще пока об этом не говорим, а какое-то дело, оно должно проясниться. Но, как я говорила, есть третьей силы, да. Вот вы уже видите, что, в принципе, опять, да, вот как будто победа в кармане. Как будто по аркану сила, вот критическое мышление ведь эта карта. Почему после критического мышления с карты сила идет у нас семерка пентаклей? Мы с вами говорили, что опять какая-то пауза. И может быть это просто регламент, да, вот когда надо подождать там 3 недели, неделю, пока подпишут какую-то бумагу, документ, или пока там оформится, может быть, что-то. Я не могу сказать, что это вот про личную жизнь. Или пусть это касается личной жизни, но тогда, мои дорогие, либо финансовые вопросы, либо тут все равно какой-то деловой характер, да, потому что документы. Вот сглупить никак нельзя. Ладно, давайте еще тогда спросим, что там неожиданно еще для вас прояснится, но все равно прояснится. Туз пентаклей, явно у кого-то будет решение, буквально может быть решение на руках, или вы получите известие. А вот вам как будто придется куда-то ехать, хотя я допускаю, что к вам приедет уже кто-то. Для кого-то из вас, может быть, если мы даже о работе, как компромиссное решение, может быть, к примеру, привлечение вас к какой-то работе, может быть, на дому, или вам будет предложено что-то, и это каким-то образом через работу. Ну, вот какой-то такой обходной маневр. Вот, кстати, это может быть. Я не могу сказать, что мы должны от этого отказаться, но, по крайней мере, ведь это карта заслуженного успеха. Давайте скажем так, вот, ну, меня смотрит много людей, а все-таки расклад общий. Э, Карта говорит ведь о том, что может быть какой-то успех, но вам придется на что-то решиться, понимаете как? И это будет буквально после какой-то новости или поездки. От человека. А вот что такое дьявол? Вот смотрите, теперь появляются персоны. Я не могу отрицать, что наш все-таки расклад, вот недавно буквально как с языка сняла, что личная жизнь, то, наверное, нет. Ну, хотя вот как раз персональная карта и говорит о человеке, что да, почему нет, это могла быть и личная жизнь, и вопросы страсти, вопросы любви. Причем, знаете, такая вот прямо зависимая какая-то, страстная, может быть, и была любовь. Были какие-то отношения зависимые. Ну да, может быть, и в основе-то лежит именно человеческое общение или человеческая любовь, чувства у одного, а у другого игра. Или уже настолько затянулась история, уже на любовь махнул рукой, потому что тысяча каких-то реальных вопросов либо не решены, либо упираются, либо конкретная персона ведет какую-то игру. Может быть, встреча будет с этим человеком для вас неожиданно. Может быть, вы уже отказались, да, вот от этой встречи, как будто. Но тогда или сказали сами, что я куда-то, может быть, не поеду, или где-то перенесли, или перенесете. В будущем такое будет, да. Вот что-то вы будете корректировать. Тогда я могу, или не, я не исключаю, что все-таки
Как будто к вам тогда либо кто-то приедет, либо вам, ну, какую-то весточку пришлет. И я вижу тот момент, что есть заинтересованное лицо, причем настолько заинтересовано. Вот я говорила, силы добра и зла. По аркану дьявол. По сути, это и не зло, и не добро. Это материализм, мои дорогие. Или привязанность, или привязка, или вот это страстное желание быть с человеком, или поступить как-то по-своему. Бывают у нас такие люди, ну, как психологический тип, такой портрет, да, человека, который не привык проигрывать, который, если не по нему решился вопрос, он становится одержимым, и тогда он все равно будет, как мы говорим, не мытьем, так катаньем, не так да сяк, но я все равно буду каким-то образом пытаться решить вопрос, потому что вы знаете, как есть, с одной стороны, ваша правда, но есть и как невидимые вот эти силы, неожиданные, действительно невидимые, как чья-то одержимость или чье-то желание, словно с вами продолжить общение. Но, мои дорогие, будьте внимательны. Тут словно есть желание отомстить. Карта императрицы, карта башни. Вы очень сильные люди. Вот кто смотрит расклад, досмотрел, по крайней мере, до этого момента. И, может быть, тут действительно где-то даже сложный расклад тем, что вот сейчас только, по сути дела, у нас персональная карта, ну, и в самом начале. А так-то вот не от чего оттолкнуться. События можем мы трактовать, ну, по-разному. Тем более тут у нас и старшие арканы, которые говорили о том, что вроде бы, да, вот можно было бы остановиться буквально на этих картах и сказать, что ваш вопрос решится. Вот победа, карта силы, что может быть лучше? Но если мы идем дальше, а дальше не все так просто. Ожидание, сложный выбор и нулевой аркан дурак. Тем не менее, последний наш ряд, он начинается с туза пентакля, это, конечно, возможность. Ну или, как я сказала, буквально сообщение, бумага. И какая-то дорога или какой-то прогресс, по крайней мере, какой-то прогресс будет, или вам так будет казаться, а руководит этим прогрессом. То есть это то, что как будто приходит с человеком конкретным. Желание, да, какое-то страстное желание поступить по-своему. Потому что либо интерес лично к вам, либо, может быть, он разного рода интерес. Ну и вот ведь, понимаете, рядом карта башня. Может быть, это кто-то считает, что, конечно, мы можем трактовать, кстати, это как барьеры какие-то рушатся, да, можно так сказать, но все-таки карта башня нас предостерегает и говорит, у тебя сейчас такая трансформация идет, тут что-то быстро не происходит. Неожиданный, мои дорогие, расклад. Так что же там случится или произойдет? Что тогда будет дальше? Давайте узнаем. Что прояснится? Потому что тут пока не прояснится. Тут все карты нам говорят, что вам будут транслировать одно, а думать что-то другое. Что прояснится. Но ведь, тем не менее, вот, наверное, сейчас мы так и узнаем. Потому что праздник после победы. Или, как я говорила, карта дома, карта семьи. Или каких-то достижений, может быть, и денег. Или наших домочадцев, близких людей, личной жизни. Десятка пентаклей. Да, эта карта очень добрая. Итог какой-то будет. Поэтому что-то вы согласуете. Вы будете рады, мои дорогие. Вот тут все равно в конечном итоге, что прояснится. Вопросы по жилью, вопросы по личной жизни. Что прояснится еще. Девятка кубков, по деньгам что-то прояснится, вы останетесь довольны. Что еще для вас прояснится, случится или произойдет. Вот смотрите как. Столько карт, которые больше такого делового характера. И не говорили вот эти два ряда, которые мы с вами раскрывали, фактически о каких-то эмоциях. А вот последний ряд нам говорят о том, что вы должны быть счастливы, мои дорогие. И вот эта трансформация, вот она... Я так больше склонна думать, что 16-й аркан – это, да, это рушатся какие-то барьеры. Может быть, вы знаете, надейте сами на себя. Карта императрицы – это вы, а рядом дьявол. Поэтому прежде чем принимать какое-то предложение или когда вас поставили перед выбором,
Вам самое главное, чего оттолкнуться, чтобы вы себя как бы не поставили снова под удар. Или когда какие-то согласования, но были проведены на бумаге, так чтобы вас охранял закон. Все-таки ведь это статусная карта, это новый статус, понимаете? И вот эта башня, чтобы она сыграла для вас только со значением, когда нет преград, нет барьеров, нет шлагбаумов, нет того, что как кандалы прежде вас удерживало. Но это ведь тоже процесс трансформации, и поэтому в этот период нам нужно быть очень внимательным. Так что же там еще прояснится? Туз кубков. Ну, вот так и хочется сказать. Признание в любви– это какая-то радость, мои дорогие, возвращение человека какого-то. Или какая-то история прежняя, мои дорогие. Тоже она к вам будет возвращаться. Вас что-то будет радовать. Но есть тут такой момент, последний аркан отшельник. Как будто вам нужно будет продолжить путь в одиночку, мои дорогие. Поэтому я не исключаю, что в вашем вопросе, который вы задумали, ну так, если честно. Вот смотрите, с одной стороны семья, с другой стороны отшельник. С одной стороны дом, с другой стороны самое главное для отшельника, чтобы ему никто не мешал. Ему никто таки не мешает. И он всегда идет какой-то своей дорогой. Я могу сказать следующее, что прояснится. Кем-то из вас будет достигнут почетный компромисс по интересующему вопросу. Причем это будет касаться отношений. Может быть, это отношения, но вот они как на другой уровень перейдут. Просто обустроятся в каких-то контактах, или вы обозначите какие-то рамки. Причем, поверьте, обозначать эти рамки будете вы сами. Для кого-то из вас, если вопрос касался именно денежных и каких-то одновременно разбирательств, когда, ну, буквально, либо это через недвижимость деньги, либо это деньги, когда, ну, ваша сумма, которая вам причиталась, не была выплачена. И тут у каждого по-своему. У кого-то, может быть, это наследство, у кого-то там что-то по работе. Все же тут тысяча житейских ситуаций. Вот вы все равно решите для себя с плюсом. Вот в этом вы можете не сомневаться. Но будьте готовы к тому, что будет очень много эмоций. И вроде эмоции такие очень радостные, да. Может казаться, что вот сейчас вот как будто выравнивается какая-то история, что-то возвращается. Да, вам вот тот эквивалент, опять же, который словно по судьбе нам, да, он будет вам, ну, как возвращен. Но потом приготовьтесь к тому, что вам как будто придется идти дальше. И, по крайней мере, в районе нашего расклада, да, да в ближайшее время, может быть, тут плюс-минус у каждого по-своему. Но мы как будто уходим. Или вы продолжаете какую-то совершенно свою историю жизни. Может быть, тут какие-то и события добавятся, которые, да, ну вот это ведь карта дружбы, по сути дела, шестерка кубков. Или как контакты между родственниками, например, да, с детьми иногда вот это, или там племянники, внуки, там у кого кто. И иногда воспитывать приходится людям. То есть вот эта радость какая-то, она сама по себе остается, да. Но вы-то идете как будто в другом направлении, мои дорогие. Может быть, вам нужно именно для чего-то завершить этот вопрос, чтобы как гештальт какой-то закрыть. Я могу такое допустить, что для кого-то из вас, может быть, это просто какой-то короткий этап, когда приходится уезжать в одиночку, оставляя семью. Я такое тоже могу допустить. Но, видимо, если мы так вот уже заговорили с вами о судьбе, потому что с первых карт, то настройте себя на какой-то более далекий путь или как на какой-то именно вот как ваша миссия, что ли. Или так сложатся обстоятельства, будьте готовы, по крайней мере, как и рассмотреть все варианты, но, может быть, и не отказаться от именно чего-то важного для вас, мои дорогие. Потому что раз отшельник, он ведь уходит потому, что его никто не поддерживает. Никто не понимает его.
И он сам-то хочет независимости. Может быть, и вы, знаете, как решите какие-то вопросы и надумаете вообще, у вас появятся вообще какие-то третьи идеи, о которых вы не думаете. У кого-то это может быть тоже, кстати, переезд куда-то очень далеко. Или для кого-то из вас это будет какой-то интерес по работе. Ну, тут самые разные, потому что по отшельнику это всегда что-то такое близкое одному человеку, другим это непонятно. Поэтому он идет в одиночку. Медленно идет, но, повторюсь, никто не мешает. Вот такая последняя карта. Я хочу спросить карту совет. Смотри в будущее. Наверное, то, что должно быть завершено, оно завершится, мои дорогие. Причем по закону у вас должно быть что-то, какие-то документы, мне хочется сказать. Пусть это касается у кого-то отношений, у кого-то недвижимости, у кого-то работы, у кого-то самих документов для переезда. Вот я тут вижу перемещение. Причем, кстати, карта звезда может говорить, что у кого-то очень далеко. Или когда в одно место переехали, а потом еще и в другое. Да, вот такое допускаю. Но вам, как будто для будущего, нужно максимально уравновесить те незаконченные дела, которые у вас тянутся из прошлого. Причем так, ведь император – это карта власти. Потому что в вас вот именно то, что по закону должно быть все в порядке. И это будет такой своеобразный старт в будущее. Ведь тройка жезлов нам говорит, человек останавливается, потому что он как будто анализирует, все ли он взял с собой в будущее. И вот есть какая-то тема, которая будет связана, может быть, с документами, может быть, для кого-то из вас. Даже такое я допускаю. Может быть, это близкий человек. Например, по императору это отец, может быть. Или дома такой император может быть и как супруг, но с учетом аркана. Отшельник. Кто-то из вас подведет какие-то итоги, сделает, да, или, может быть, оформит документы. И потом, ну, вот как развязанные руки. Может быть, это вы с кем-то договоритесь. Вам со мной мы доставали больше карты как совет, поэтому кому-то придется, может быть, договариваться с близкими, которые имеют вес в вашей семье. Но я больше вижу, что вам как будто придется готовить, вы будете готовить какие-то документы. И для вас вот это может быть ожидание или то, что вам сейчас кажется, я уже махнул или махнула рукой. Но вот есть какой-то вопрос, который вы не завершили. Он в конечном итоге и должен быть, вот как этот аркан император, как, знаете, буква закона у вас на руках. Потому что для вас это билет в будущее. Перекладывайте на себя, мои дорогие, неожиданно. Буду благодарна вашим комментариям. Но что это такое, вот даже сложно представить. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, а также на мой телеграм-канал. Я вас люблю. И вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.